После кораблекрушения 4 моряков оказались в шлюпке посреди океана. Вокруг на 1000 километров бесконечная гладь, лишь соленая вода и беспощадно палящее солнце, изредка приводящие их в чувство. Покидать судно пришлось так быстро, что о запасах воды и пищи никто и не думал. Благодаря случаю один из 4 членов команды успел взять с собой 2 банки консервов. На протяжении 16 суток волны качали шлюпку, медленно унося с собой остатки сил и сознания. Самый слабый член команды, юный Паркер, к тому времени так обессилел, что остальным стало ясно. Дни его сочтены. Не имея никаких других вариантов, они решили прибегнуть к старинному обычаю моря и выбрать одного, чьей жизнью придется пожертвовать. После прибыла долгожданная помощь. Моряки не стали скрывать жесткую правду и все рассказали. Сначала их приговорили к повешению, но после долгого судебного процесса казнь заменили на заключение в тюрьме. Так называемое дело Дадли и Стивенса в 1884 году наделало немало шума в Великобритании, и оно было не единственным. В 19 веке было по меньшей мере 15 задокументированных случаев, когда моряки, потерпевшие крушение, бросали жребий и жертвовали одним ради выживания всех остальных. Это частный пример такого явления, как каннибализм, то есть поедание особей своего вида. Для современного человека подобное считается неприемлемым, но в былые времена, когда наши тела покрывала теплая шкура мамонта, а за спиной на предохранителе болталась копьеметалка, это считалось не таким уж и запретным занятием. Доказательство тому – горки сваленных в пещерах человеческих костей, на которых явные следы надрезов. Так поступали наши предки, и в качестве исключения поступают некоторые изолированные племена сегодня, поедая врагов или умерших родственников, придавая этому некий сакральный, ритуальный смысл. Является ли такое поведение отклонением или нормой? Вредно ли для популяции поедание себе подобных? Сегодня мы увидим несколько ярких примеров каннибализма у разных животных, а также выделим его виды и выясним, для чего он, собственно говоря, нужен. С тобой на связи канал Виндар. Жми лайк и подписывайся, а мы начинаем! Предлагаю начать сразу с самой жести, а именно с животных, которые по различным причинам съедают своих родственников. Помните кардицепсов? В такой ситуации совершенно не важно, кто кем приходится. Иногда сам акт поедания является необходимым этапом, подчеркиваю, необходимым этапом рождения, как это происходит у некоторых видов акул. Они сами по себе не особо привередливы в выборе закуски и не прочь перекусить зазевавшимся собратом. Но ты и подумать не мог, как далеко они ушли. Эти рыбы возвели хищничество до нового уровня, ведь детеныши начинают активно поедать своих братьев, еще находясь в утробе своей матери. У акул есть особая репродуктивная стратегия, известная как яйца живорождения. Это когда самка вынашивает яйца, но не откладывает их до полного созревания. Они остаются внутри, пока не будут полностью готовы к вылуплению. Так детеныш появляется полностью сформированным и похожим на взрослую особь, уже готовым для полноценной взрослой жизни, в отличие от тебя. Это значительно повышает его шанс на выживание, но, как всегда, есть один нюанс. На что ему приходится идти, чтобы так быстро окрепнуть и поднабрать мышечной массы? Первый детеныш акулы, вылупившийся внутри матери, съедает яйца всех своих братишек и сестер, набирая силы, освобождая место от конкурентов. Иногда в расход идут более слабые, но уже вылупившиеся мальки. Но не думай, что это жестоко, ведь на его месте они поступили бы точно так же. Этот внутриутробный каннибализм приводит к тому, что когда акуленок выходит из утробы, он уже быстро плавает и умеет охотиться, и не станет такой легкой добычей для своей матери и отца. Ведь после рождения ему лучше как можно быстрее свалить, потому что мама в любой момент может передумать. Признайся, ты считал божью коровку мирным жучком, божьим творением, который летает с цветочка на цветочек и пьет нектар. Вот тебе еще один не менее жуткий пример. Эта божья коровка ест личинку своего же сородича. Как у большинства насекомых, у божьих коровок 4 стадии развития. Яйцо, личинка, куколка и взрослая особь. Голодные личинки – настоящие хищники, почти такие же, как и их родители. Они охотятся на все, что видят, в том числе своих собратьев. После вылупления самые активные и шустрые из них часто начинают поедать других личинок и куколки, а иногда даже не вылупившиеся яйца своего вида. Это особенно актуально, когда вокруг мало других вариантов.
например, тли или белокрылок. Но даже когда еды много, поедать друг друга они не перестают. Может, просто они хотят побаловать себя изысканным вкусом? Должен признать, я нет. В одном эксперименте в емкости с избытком пищи изолировали божьих коровок на разном уровне развития. И что вы думаете? Взрослые особи без колебаний поедают своих же личинок, куколок и яйца. Личинки поедают личинок, куколок и яйца. Короче, все жрут всех. Вот тебе и божье создание в последней главе ролика. Я объясню, почему природа закрывает глаза на этот кошмар, поощряет такое странное поведение и как такие животные все еще не сожрали друг друга. Так что досматривай до конца. Ты можешь сказать, это все какие-то насекомые, они толком и различать друг друга не могут и не умеют. Вот и едят все подряд, что пробегает в поле их зрения. И ты будешь совершенно прав. Исследования показывают, что божьи коровки не обладают сложными механизмами распознавания родственных связей, как, например, млекопитающие. Они, по всей видимости, просто не могут отличить своих личинок и яйца от чужих. Я не знаю, еды им что ли не хватает. Поедание потомства достаточно распространенная практика для многих видов, даже млекопитающих. Вспомните хотя бы львов. Обычно это делает альфа-самец, который недавно сверг предыдущего вожака Прайда. В этом случае все потомство, оставленное до него, безжалостно истребляется. Это происходит для того, чтобы львица быстрее освободилась от вскармливания, стала охотиться и смогла зачать потомство уже от нового самца. Иногда сами матери поедают свое потомство. Такое поведение наблюдается, например, у грызунов. В основном это происходит при стрессе, нехватке пищи и воды, но у золотистых хомячков каннибализм проявляется не только в отношении потомства. Если несколько взрослых хомячков содержатся в одной клетке, они начинают вести себя агрессивно по отношению друг к другу, даже если это родственники. Во время драк более слабые особи нередко получают серьезные травмы, а иногда выяснение отношений завершается смертельным исходом для одного из зверьков. Причем победитель часто съедает проигравшего. Сложно представить, что это все вытворяют вот эти вот милашки. Вот от пауков такое поведение еще как ожидаешь. Самки пауков-птицеедов часто поедают свои коконы, если находятся в стрессовой ситуации или чувствуют, что им угрожает опасность. Она поедает кокон, чтобы получить назад те питательные вещества, которые потратила на его производство. И попытается в следующий раз в более спокойное время. Особенно часто это происходит в условиях содержания в неволе, поэтому в определенный момент кокон у самок отнимают, чтобы она его не съела. Выглядит это примерно так. В редких случаях все происходит наоборот. Самка бархатного паука целенаправленно отдает себя на съедение подрастающему поколению. После оплодотворения она сплетает из паутины кокон и откладывает в него около 70 желтоватых яиц. После прогрызает в нем дыру, чтобы потомство смогло выбраться на волю и хорошенько ее обнять. Ну или не совсем обнять. На протяжении 2 недель без еды и воды она будет сидеть рядом с кладкой и кормить вылупившихся паучат своим телом. Запасы жидкости для последующего кормления паучиха начинает создавать еще на стадии беременности. У оплодотворенной самки резко увеличивается число ферментов пищеварения, что позволяет ей поедать больше жертв. Но это же начинает разрушать ее пищеварительную систему. Ферменты обычно расщепляют питательные вещества жертвы, но после зачатия они начинают активно расщеплять уже внутренние органы матери. Выделяющийся при этом сок, так называемое молоко, паучиха периодически срыгивает, чтобы накормить им своих детей. Этот процесс немного напоминает кормление молоком, но не совсем, потому что для насыщения паучатам требуется очень много этого молока. И к концу развития они вгрызаются в тело матери до самых внутренних органов, доедая практически уже разложившиеся остатки. Как только мертвое тело оказывается осушенным, паучата готовы к самостоятельной охоте. Так мать кладет жизнь на развитие своих детей, но в буквальном смысле. Братья, сестры, мать и дети. Какая счастливая семейка получается. А что насчет второй половинки? Хоть она не будет пытаться тебя сожрать, ошибаешься. В теплое время года, когда приходит время размножения, самки богомолов начинают выпускать в воздух манящие самцов химические вещества – феромоны. Самцы очень чувствительны к этому запаху. Они активно ищут самок, и когда находят, начинается дикая игра. Но самец не глупец. Он не просто так бросается в бой на верную смерть. Богомол настоящий стратег
И он очень осторожный ухажер, который знает, как впечатлить даму, и что, вступив в игру, можно проиграть. Смотри, учись. Он движется медленно, часто покачиваясь из стороны в сторону, словно пытаясь слиться с окружением, чтобы незаметно приблизиться к самке. Зачем такая осторожность? Как зачем? Ведь перед самкой фактически сам по себе возникает хрустящий белковый батончик. У многих богомолов и некоторых видов пауков, например, черных вдов, очень похожая схема размножения. Самец, как правило, меньше своей возлюбленной в разы. Он одновременно играет роль и брачного партнера, и потенциального источника пищи. Результат будет зависеть от множества факторов. Если самка принимает самца, то есть не нападает на него сразу, он запрыгивает ей на спину и сразу начинает выполнять свой супружеский долг. Процесс этот не быстрый, у большинства видов занимает от 3 до 12 часов. Как вы поняли, даже нашему счастливчику, которого не сожрали, скоро может очень сильно не повезти, ведь нередко самка начинает поедать голову самца, пока он все еще находится на ее спине и продолжает процесс. Звучит жутко, но нервная система богомола настолько автономна, что даже без головы самец может продолжать движения, необходимые для успешного оплодотворения. Вдобавок это даже больше стимулирует его, потому что в голове насекомого расположены тормозящие нервные центры. Если самец умирает, но успевает оставить потомство, значит смерть его была не напрасной. Есть вид черных вдов, самцы которого активно помогают акту полового каннибализма. Заняв исходную позицию, самец буквально совершает сальто вперед, кувыркается и располагает свой живот напротив рта самки, чтобы она слегка подкрепилась. Самопожертвование преследует сразу две цели. Трапеза увеличивает время спаривания, что приводит к оплодотворению большего числа яиц, а сытая самка с высокой долей вероятности отвергнет других ухажеров. Но зачем они идут на такое? Согласно исследованиям, менее 20% самцов австралийских вдов в принципе находят себе партнершу за время жизни, поэтому оставить свои гены потомкам, пусть и с таким финалом, для них уже большая удача. В подавляющем большинстве случаев самцы стараются избежать такой участи. Вернемся к нашему богомолу. Ему, в отличие от чокнутого вдовца, не так уж и сильно хочется умирать. Приносить себя в жертву ради будущих поколений он не намерен. Но мы забываем, что этот акт любви совершается по обоюдному согласию. Но последнее слово всегда за самкой, потому что она будет вынашивать и откладывать яйца. В итоге самца богомола ожидает опасность до спаривания, во время и сразу после. Потому что если самцу удается завершить процесс и не быть съеденным сразу, он может стать приятным десертом в самом конце. Почему это происходит? Как я уже говорил, для самки это большой энергетический бонус. Белки и питательные вещества, полученные из самца, идут на формирование яиц и производство здорового потомства. По сути, самец богомола тоже приносит себя в жертву, конечно неосознанно, чтобы его гены успешно передались следующему поколению. Стоит отметить, что сексуальный каннибализм у богомолов происходит не всегда. Исследования показывают, что это случается примерно в 20-30% случаев, то есть не так уж и часто. Всего лишь каждый 5-й богомол отправляется в Вальхаллу. Есть несколько факторов, которые могут влиять на частоту сексуального поедания. К ним относятся вид животного, одни виды куда более склонны к каннибализму, чем другие, насыщенность самки, голодные самки гораздо чаще съедают самцов, и размер самца, более мелкие находятся в большей опасности. Интересно, что самцы не всегда идут на дело без козыря в рукаве. У них есть несколько стратегий, подходиков, чтобы избежать печальной участи. Во-первых, быстрота и ловкость. Сделать дело и быстренько свалить. Вечная классика. Удержание самки. Вас не съедят, если вы не дадите себя схватить. И мое любимое – подарок. Если вы возьмете с собой что-то вкусненькое, то самка будет занята поеданием подарка, а не вас. Только не вздумай обмануть свою суженую. Вот он явно облажался. Не делай так, я предупредил. Давай посмотрим на вопрос немного шире. Что еще может провоцировать животных нападать друг на друга? Иногда еды мало, а народа слишком много. Всем явно не хватит. Тогда те, что покрупнее, начинают охотиться на тех, что поменьше. Такой тип внутривидовой конкуренции весьма часто встречается у рыб. Ты когда-нибудь слышал о таком явлении, как щучьи озера? Весной, когда лед тает, щуки идут на нерест и заплывают в мелкие озера через разлившиеся реки. Но когда вода отступает
хищницы оказываются в ловушке, и выбраться оттуда они уже не могут. Очень скоро все обитатели таинственно исчезают. Представьте себе такое озеро, где нет никаких других рыб, только щуки. И не просто щуки, а голодные, агрессивные хищницы, которые и в обычных водоемах не прочь перекусить своим мелким собратом. А в условиях ограниченных ресурсов они едят все. Большие особи едят маленьких, маленькие едят еще более маленьких, а те в свою очередь не прочь перекусить икрой. Такие системы вполне жизнеспособны и могут протянуть до следующего сезона, когда снова начинается разлив реки и экосистема вновь пополнится. Рыбы всегда производят много икры, которая заведомо рассчитана не только на выживание, но и на то, что большая часть будущего потомства будет съедена. Это своего рода перестраховка, запас прочности популяции. Например, самка океанической рыбы Луны может произвести 300 миллионов яиц за один нерест, рекорд среди позвоночных. Такое обилие яиц делает их важной составляющей рациона многих обитателей океана и иногда представителей собственного вида. Если детеныши наземных позвоночных сравнительно крупны, то рыбьи икринки обладают маленькими размерами. Так взрослая рыба Луна по размерам примерно в 1 000 000 раз больше, чем ее яйца. Поскольку икринки имеют высокую питательную ценность, они становятся особенно желанной добычей, а их огромное количество исключает исчезновение вида и страхует самок, так как после метания икры она больше не участвует в судьбе своего потомства. У рыб с таким богатым рационом можно считать отсутствие каннибализма исключением из правил. Не всегда поеданием сородичей занимаются хищники. За этим занятием застали весьма неожиданных животных. Бегемоты обычно являются строгими травоядными, потребляющими 40 килограммов травы в сутки. Но даже среди них наблюдались редкие случаи каннибализма, особенно во время сильных засух и вторжения человека в их среду обитания. Когда обычные растительные источники пищи сокращаются, они могут обратиться к самой жуткой доступной еде. Были случаи, когда бегемоты поедали падаль, воровали добычу у крокодилов и нападали на сородичей, а потом съедали их. Экстремальный стресс может подтолкнуть животных к отчаянным мерам. А ты случайно не забыл покормить кота? Еще одни любители полакомиться зазевавшимся сородичем – рептилии. Так королевские змеи, агрессивные и безжалостные хищники, привыкли искать и поедать все, что движется и что они могут проглотить. За это они и получили свой королевский титул. Поскольку они приспособлены к поеданию и охоте на других змей, в том числе ядовитых, им не составит труда напасть на сородича. Чаще всего каннибализм происходит, когда одна особь значительно крупнее другой. Большая змея воспринимает меньшую не как потенциального партнера или конкурента, а просто как чизбургер или скорее хот-дог. Это особенно актуально, когда молодая змея попадает в одно пространство со взрослой. Для человека разумного и не очень, такое поведение стало исключением. Единичные случаи возникают только в экстремальных условиях, либо где-то далеко от цивилизации по религиозным причинам, понять которые способны только местные жители и кучка антропологов. Нашей популяции это никак не угрожает. Но мы только что видели, как часто животные поедают друг друга в совершенно нормальных экосистемах, где для этого просто нет очевидных причин. Почему они до сих пор не вымерли? Ведь по идее, если ты съедаешь своих детей, своего потенциального партнера или даже соседа, то твои гены не передаются другому поколению, и вид медленно, но умирает. И да, и нет. Хотя каннибализм может показаться странным или ненормальным явлением, он имеет вполне адаптивное значение. Проще говоря, он позволяет животным регулировать численность популяции, правильно распределяя ресурсы. Разберем, как меняется количество особей одного вида на примере перенаселения и жесткой нехватки пищи. Высокая плотность популяции приводит к увеличению частоты встреч между сородичами. Это делает их более удобным и доступным источником еды по сравнению с поиском и поимкой другой добычи. Никто не пойдет в магазин, если дома полный холодильник вкусняшек. Таким образом, это создает петлю обратной связи, где каннибализм, вызванный нехваткой ресурсов, затем снижает эту самую плотность, принося пользу выжившим особям за счет ослабления конкуренции. Получается, и численность сократилась, и самые сильные стали еще сильнее, потому что всех съели. Каннибализм — это не просто тактика выживания отдельной особи.
Это мощная, хотя и жестокая часть естественного отбора. Она активно формирует структуру популяции и может стимулировать эволюцию противоположных адаптаций. Вспомните систему подарков у самцов. Это динамическое взаимодействие, где каждый процесс в конечном итоге выравнивает другой, как жидкость в сообщающихся сосудах. Ну а все неправильные животные самоликвидируются и перестают существовать. Остаются только те, кто может успешно оставить потомство. Красота! Вот такая вот свистопляска получается норма для животных. Они постоянно что-то выдумывают, стараются. Прям как я, когда делал этот ролик. Не забудь поставить лайк и подписаться. Напиши свои мысли в комментариях, мне правда интересно. YouTube сейчас не монетизирует видео. Канал держится только на моем энтузиазме. Буду благодарен тем, кто поддержит подпиской на Boosty или донатом. Один человек уже услышал меня, спасибо. Теперь следующее видео выйдет чуть-чуть быстрее. Ссылки будут в описании. С вами был канал Виндар. Запомни, наука — это просто. Он как-то странно на меня смотрит. И начинает медленно ползти ко мне. Мне страшно. Ощущение как... Фу.